Всем привет! Как мы знаем, совсем недавно состоялась официальная презентация сразу трех новых смартфонов от компании Motorola, а именно Edge 20, Edge 20 Pro, а также Edge 20 Lite. Сразу хочется отметить, что смартфоны имеют отличные технические характеристики за минимальную сумму, что является большим плюсом в наше время. Совсем недавно я рассказывал про самый топовый смартфон серии, а именно Edge 20 Pro. Теперь очередь дошла и до остальных. Сегодня речь пойдет о Motorola Edge 20, а также Edge 20 Lite. Все знают, что компания Motorola входит в состав китайской компании Lenovo. Она, в свою очередь, занимает 5-е место по производству мобильных смартфонов, что является большим плюсом. Так вот, совсем недавно компания Motorola объявила о начале приема предварительных заказов в России на свой новый топовый флагманский смартфон, а именно Motorola Edge 20 Pro. А вот остальные, к сожалению, Россия пока что не получит. С чем это связано, информации на данный момент нет. А вот в Европе, Латинской Америке и Азии модели появятся в августе по цене 499 и 349 евро соответственно, что является очень даже недорого, учитывая те характеристики, которые нам предлагает производитель. Вкратце, основные фишки смартфонов можно перечислить так. Базовая модель Motorola Edge 20 получила отличный 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED с частотой обновления изображения 144 Гц, что вообще топчик из топчика. Главный модуль на 108 мегапиксель, а вот младшая модель Motorola Edge 20 Lite получила 6,7-дюймовый экран OLED с частотой обновления всего 90 Гц. Также мы получим тройную основную камеру, также с главным датчиком на 108 мегапикселей и, конечно же, процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 720 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, смартфон Motorola Edge 20 получил отличный топовый 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED с частотой обновления изображения 144 Гц. Чтобы экран с повышенной частотой обновления был полезен и раскрыл весь свой потенциал, важно, чтобы смартфон обладал необходимой вычислительной мощностью и предлагал соответствующее программное обеспечение. Тут все можно сказать отлично, ведь сердцем смартфона выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, который показывает, скажем прямо, отличные результаты в тестах производительности. Это менее качественная версия Snapdragon 780G. Главное отличие — не столь продвинутый технологический узел. Новинка производится по 6-нанометровому техпроцессу на мощностях TSMC. Snapdragon 778G содержит 8-ядерный процессор Creo 670, а также Adreno 642L и процессор обработки изображения Spectra 570L, позволяющий одновременно снимать фото и видео широкоугольных, сверхшироких и телеобъективов. Также в конфигурацию входит встроенный модем Snapdragon X53, работающий как в диапазонах ниже 6 ГГц, так и на миллиметровых волнах. Смартфон получил тройную основную камеру, главный модуль выступает на 108 мегапикселей и вспомогательные — это ультраширокоугольный на 16 мегапикселей, телефотомодуль на 8 мегапикселей, обеспечивающий трехкратный оптический зум, но стоит отметить, что тут нет перископного модуля. Что немаловажно, мы можем снимать видео в разрешении 8К 24 FPS, 4К 30-60 FPS, а также 720p 760 FPS. Фронтальная камера выступает на 32 мегапикселя f2.3. На выбор предлагается 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, а вот своей только 128 гигабайт. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Сканер отпечатков пальцев
клавиатурцев расположен на боковой грани. Смартфон Motorola Edge 20 Lite получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED, с частотой обновления изображения 90 Гц. Тут уже не топовый экран на данный момент, но все же он далеко неплохой. У этой технологии есть конкретный перечень довольно значимых преимуществ перед своим основным конкурентом, а именно LCD. Вкратце их можно перечислить примерно так. Меньше потребляемой энергии, черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение, очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости, большая насыщенность цветов. Мы получили тут также тройную основную камеру. Главный модуль выступает на 108 мегапикселей, а вот вспомогательный на 8 мегапикселей и 2 мегапикселя. Сердцем смартфона Motorola Edge 20 Lite выступает процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 720. Чипсет позиционируется как решение, немного уступающее Dimensity 800. Похоже, по примеру Qualcomm, в MediaTek хотят чувствовать себя уверенно во всех ценовых диапазонах. Dimensity 720 изготовлен с использованием 7-нанометрового техпроцесса. Чипсет включает в себя 8-ядерный процессор с двумя мощными ядрами Cortex A76, работающими на частоте 2,0 ГГц, и графический ускоритель Mali G57. Система поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и файловые хранилища стандарта UFS 2.2, а также дисплей с частотой обновления 90 Гц. Гаджет получит только одну конфигурацию, но и это более чем достаточно: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. А вот аккумулятор имеет емкость 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. На оба смартфона устанавливается операционная система Android 11. Основные фишки системы — это пузырьковое уведомление, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Motorola с данными смартфонами, с данной линейкой должна так прям ворваться в индустрию смартфонов, потому что мы получаем просто топовые характеристики за минимальные деньги. И мы видим, что основная камера на 108 мегапикселей может удивить любого пользователя, любого фаната. И мы видим также отличный OLED-экран, который предоставляет максимум возможностей. Да, в Lite-версии мы видим на 90 Гц, но в старшей версии на 144 Гц, что является просто восхитительным топовым решением на 2021 год. Тут уже нужно сказать, что мы не получили Snapdragon 888, но, как вы знаете, данный процессор сейчас показывает нехорошие результаты по теплоотведению, то есть он нагревает ваш смартфон, он сам нагревается, и тем самым это доставляет дискомфорт всем пользователям. Тут мы получили все самое топовое. Советую ли я покупать Edge 20 и Edge 20 Lite? Конечно же да, потому что за свою стоимость они являются топовым решением на 2021 год. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!